Раз, два, три. Гималайская соль. Сегодня медвежий рецепт. Миксер снова за работой. А я уже что-нибудь буду делать? Николай, вы будете трескать яйцо. Ха! В моих глазах это тесто уже поднялось. Сначала коцаем его обязательно. Конечно. Просит Подниматься. поддать немножко, да? Это вы что тут творите с кулебякой? Это высокая Всё, кухня. Николай. И топленые сердца зрителей. Оу, щит, мен! По-мужицки давай! Ох, бесстыдная. Точно. Учимся играть нормально. Да что ты такое несешь? Поленбак. И на простых крестьянских столах, и на царских. Потому что с любовью был замешан Дмитрий. Перепонки. Давайте. Все кишки вымотал Николай уже. Слюни текут. Что-то происходит со мной, не поддающееся описанию просто. Коля! 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 Коля, иди сюда! Всем привет! Это Питервиль. И самые внимательные наши зрители могли заметить, что мы вновь в гостях у капсульного отеля Q-Block. За что им, Q-Block'у, честь, хвала и благодарность. Сия прелестная локация означает, что в эфире новый выпуск скандального, нашумевшего кулинарного шоу «Господа, к столу». Ну, ребята! Сегодня мы будем готовить блюдо, которое испокон веков считалось визитной гастрономической карточкой Москвы. Оливье. Нет, Кирилл, оливье мы готовили в прошлом выпуске. Это блины. Снова нет. Кстати, поставьте сейчас видео на паузу, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, нажмите колокольчик, а еще напишите в комментариях свой вариант московской вкусной визитки. Написали? Отлично, теперь правильный ответ – кулебяка. Итак, господа, к столу. Господа, прежде всего, Коля, бяка, как вы будете готовить кулебяку? Из чего у вас пусто тут, пустым-пусто? Из воображения? Я ухожу. А у вас какие предложения? Ну, для начала я бы хотел, чтобы все было в таких беленьких тарелочках, выложены продукты. Но где же я их возьму? Ну, тут только один выход. Какой? Магия. Магия. Магия щелчков. Вы готовы? Да. А вы готовы? Поставьте на паузу, приготовьте свои руки к щелчкам. Отжимайте. И раз, два, три. Как в моих мечтах. У-ля-ля! Озвучим составные части будущей кулебяки. Интересно, ну-ка. Яйки, Белая, песок белый. раствор цементный. Это мука. Это у нас белая рыба. Господа, надо понимать, что мы сегодня готовим кулебяку с рыбой. И не только с белой рыбой, но и с красной рыбой. А мы сегодня решили выбрать минтая, но вы на ваш вкус можете взять, например, треску, палтуса. В общем, все, что вашей душе угодно, все и пихайте туда. А судака? И судака, и тудака. Кстати, есть кулебяка, где смешиваются два вида рыбы. Морская и речная. Тоже популярная. Этого не может быть. Это так и есть. Обращайтесь к визитным московским карточкам, вам все расскажут. Хорошо. Это что такое? Ну, это лук с Это рыбой. красная рыба, лосось. Господа, зовётся. знакомьтесь, это лосось. Мистер Лосось. У господа. вас Да. что, это масло? Это масло. А это что? Это грибы. И, кстати, как бы они ни выглядели здесь немножко коричневыми, на самом деле это белые грибы. И аромат такой еще от них белый. Да, профессура. Так, рис. Знаете, какой рис? Какой? Бурый, как медведь. Тут у нас сметанка. Ну, тут что объяснять? Сметанка, молочко, водичка. Я так понимаю, что нам молоко тоже нужно белое, и как по типу рыбы есть белая рыба, Как я красная. смотрюсь с И мукой? молоко Белое и бесцветное. Бесцветное молоко. Как вам мой дизайн? О, это бетон знаменитый, тот самый, да? Господа, ну и мука для теста. Существует два вида кулебяки. В одной начинки самые разнообразные выкладываются слоями, один поверх другого. Именно так мы сегодня и поступим. А еще существовал такой способ, как кулебяка углами. То есть в разрезе одна начинка насыпалась горкой вот так, другая вот так, третья еще вот так. В общем, бывали на 2 угла, на 3, на 4. Но это слишком сложно, поэтому мы сегодня обойдемся без углов. Кстати, про слои. Слои в кулебяке обычно, традиционно разделяются блинчиками. Да, вы не ослышались, внутрь кулебяки мы положим блинчики. Ну и что, хочется еще в довершении к этим прекрасным словам о кулебяке сказать кое-что. Признанные во всем мире искусники поварского искусства французы приняли наше русское блюдо кулебяку к себе на вооружение, поставили их в свои рестораны, очень гордились. И как, Николай, по-французски звучит кулебяка? Ля кулебяка. Ну, Вот просто так. музыка для моих ушей. Ой, это просто Горлан. здорово. Да.
Ну что, тогда лёкулебяку начнем Но готовить? А с чего получается- начинать-то? Да как, с чего? Тесто всему голова, и надо замешать тесто, господа. Поехали. Звучит как план? Ну что, получается, это продукты, которые нужны для приготовления теста? Абсолютно верно. Это что? Это белое молоко. А это? Это прозрачное молоко, Это? белая сметана, Это? мукычка, Мукычка. Так, это? сливочное масло. Ага, и яичко. Яички. Дмитрий, один только вопрос у меня, конечно, да. есть. Вот мы будем все это смешивать, а нам нужно для рецепта растопленное сливочное масло и теплая водичка. Почему масло еще не растоплено? Николай, почему масло еще не растоплено? Потому что вы его не растопили, Дмитрий. Дмитрий, растопите масло, подогрейте водичку, ну пожалуйста, мы вас умоляем. Ни слова больше. Бокал. Николай, Да. а вот вы какой невнимательный молодой человек. Я ведь не сказал про дрожжи. А знаете, где они? Где? Они уже в муке. Мы уже все смешали. А, для вот же они, удобства. вот. Да, да, Вот да. одна дрожь. Знаете, для чего нужны дрожжи? Для роста духовного. Абсолютно верно. А чем питаются дрожжи, Николай? Дрожжи питаются негативными эмоциями. Да в опции нет, сахаром они питаются. Нам нужен сахар. Сладкоежечки. Итак, добавляем сухие смеси в муку. Дрожжи уже там. Даем им немножко поесть. Эй, кушайте дрожжи! Сахар добавлен. Николай, гималайская соль. Гималайская. Соль обязательно. Сегодня медвежий рецепт у нас был бурый, был гималайский. Белый тоже присутствует. Хотелось бы... Николай, накрошите мне немножко соли в руку, пожалуйста. Боже мой, с удовольствием, Кирилл. Достаточно, Николай. Господа, Немного на плечи. все по фэншую. А я уже что-нибудь буду делать? Конечно, Николай, вы будете трескать яйцо. За обе щеки? Ну, как хотите, конечно. Добавляем сюда Приступаем. яйцо. Как-то добавляем. Сначала коцаем его Конечно. обязательно. О, ну это просто браво. Это высокая Все, кухня. Николай, одного яйца достаточно. Как это? А вот так это. Нам понадобится еще тесто для блинчиков, и вот туда пойдет второе яйцо. У нас уже практически все готово. Ждем только Дмитрия с теплой водичкой и с растопленным сливочным маслом. Николай, а знаете, почему нужна теплая водичка? Чтобы дрожжи не скукожились. Абсолютно верно. Для дрожжей требуется теплая среда. Тогда реакция будет активнее, тесто поднимется, будет воздушное и получится божественная кулебяка. Поэтому, когда готовите, улыбайтесь дрожжам, создавайте теплую атмосферу. Ну, кстати, надо заметить, что классический рецепт кулебяки предполагает именно дрожжевое тесто. Не слоеное, не слоеное. сдобное. Но, господа, тут свобода ваша. Делайте на рисовой муке, на ПП. Я, правда, не уверен, что она, конечно, склеится, вот это все дела. Но, тем не менее, вы можете экспериментировать как вам угодно. Поверьте, нету никакого кулебячного патруля, который приедет и спросит: «Это вы что тут творите с кулебякой?» Так что, дерзайте. Так, ну где же Дмитрий? Где? Вот же Так, господа, готов. Вот оно, значит, топленое масло. Здорово. Топленая вода. Ну что? Точнее, это молоко прозрачное. И топленые сердца зрителей. О, щит, man! Дмитрий, добавляйте воду. Воду? Давайте. Левой рукой. Давайте. Ну, давайте попробуем. Я вам Вы, скажу, Кирилл, тогда хватит. Да, скажите. Вы некий эквилибрист, Дмитрий? У вас тут в одной руке, там в другой руке. О, Хватит! Господи Иисус. вам не видно, но дрожжи начали купаться. Дмитрий, вы плавать пока отставьте кругами. немножко маслица, это можно убрать, чтобы вам Отставить отставить масло. Так, масло отставлено. Так, Николай, вам поручаю налить белое молоко. А, Нет, нет, нет. Вот то сюда. самое, профессорское. Достаточно? Отлично. Так, Дмитрий, и? Да. самое приятное. Что же это? Ложка, сметана. так, крем Добавляем. после загара. Так, я буду по чуть-чуть, иначе... А мне кажется, достаточно, Дмитрий. Хорошая ложка. Хорошая Ваш ложка. по чуть-чуть идеален. Давайте ложечку. Где же? Я жду, когда Вставляем в этот сторону. богом данный блендер заработает. Итак, так, знаменитый масло? челябинский тестомес. Прежде всего замешаем тесто, а потом добавим масло. И Итак, вот он. давайте, Дмитрий. Блендер. Поехали. Давайте. Все, Дмитрий, великолепно. Да. Добавляем масло. Ой, как. Но это масло масляное какое-то. Какой-то, да. Так, Всё, Продолжать? Коллаборация. конечно. миксер снова заработай. Вы это делаете с максимальной Я не любовью. знаю, в моих глазах это тесто уже поднялось, как бы, я вам должен сказать. Как Ты мой человек. хороший. Знаете, Ну-ка, ну-ка. Вы знаете, если заговаривать на тесто, раньше же наговаривали на тесто. Ты мой хорошенький, ты Лапочка. Так, Дмитрий, кулебячечка, теперь самое самая важное. вкусная, любимая, Дмитрий. сладенькая, бесстыдная. Его не остановить. Теперь Да. отдавайте мне вилку. Самое важное, рукой замешать, прям по-мужицки давай! Ох, вот это захват. Уля-ля, Дмитрий уля-ля. берет тесто на удушающий. Стучи, тесто, тесто стучи, и это сабмишн тесто. Смотрю, рука у вас уже помыта. Да? Хо-хо. Я же другой рукой делал. Ну так, да.
Получается что? Нам нужно дать тесту отдохнуть и поставить его в тепленькое местечко. Где у нас тепленькое местечко? Точно. Николай, ну как вы себе это представляете? Но на самом деле есть полезный лайфхак. Чтобы не искать теплые места по всему дому, по всей квартире, можно взять кастрюльку, налить туда воды, подогреть ее, но не до кипения. Водичка делает пар, мы ставим тесто на кастрюлю, накрываем полотенчиком, вот вам и теплое место. Паровая банька? Да, получается. Ну, практически паровая банька, только мы не готовим тесто, а тесто просто начинает там бурлить, насыщаться кислородом и подниматься. Поддать немножко, да? Ну что, я думаю, что нужно все очистить, тесто пойдет у нас подниматься, а мы приступим к начиночке. Ну, поехали. Тут, во-первых, перед нами вся начинка, которая будет у нас в кулебяке. Блинчики будут попозже, но пора бы уже отправить вариться рис. Да, Николай, берите Кто ж рис. пойдет? Николай? Ладно, но можно я употреблю магию снова? Давайте. Рис, Борис. Нет, не работает, Николай. Нет, мне нужно придется варить. все-таки пойти. Да, Николай, Увидимся. отправляйтесь. Тогда пусть пойдет он. Почему Давайте. я? Пока. Итак, Дмитрий, Да. переходим к рыбке. Хотите начать с белой рыбки или с красной рыбки? Я за белую. Раз, два, три. Отлично, мы начинаем с белой рыбы. Как и планировали. Да. Берите рыбку. Рукой, что ли? Ну, конечно, а чем вы хотите брать? У вас же чистые у вас руки или нет? Да, да. Так, берем. Кусается. Кирилл, вы, пожалуйста, мне подсказывайте, что делать дальше с рыбкой. Дмитрий, нам нужны кубические кусочки. Но прежде всего надо проверить, нет ли там костей. Проверяем, просто Да-да-да. трогаем. Так, хорошо, хорошо. Нет, а с той костей стороны? здесь нет. Ну все, Дмитрий, берите нож, делайте кубические кубики. Так, хорошо. Достать ножи. Ого! Тихо, 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 тихо. Так, господа, Без тут нервов, без краткое нервов. пояснение. В нашу эпоху филейный нож рыбный еще не изобрели, поэтому пользуюсь тесаком. Отлично. Это, кстати, Дэниел Дэй Льюис оставил после съемок нам. Да что ты такое несешь? А как делать кубики-то? Ну как, полосочка, Молодец, полосочка, любит потом кубики. по полосочкам режем кубики. Вот так и вот так, да? Хотите, можете сначала так нарезать, Вот хотите, так. можете половину, Вот да? так, нормально? Отлично. Может, чуть подверну? Конечно. Поехали. Богу. Поехали. Я слышал кость. Нет, Нет. это кость в моем пальце. А, Так, вот так. теперь эти еще раз. кусочки еще, да, напополам. Еще напополам. Хорошо. Ну это просто восхитительный аромат. Минтаево-барбарисовый. Да. Так, А вы о, слышите, Минтай пытался как- убежать. Вы слышите, как у Николая там рис лопается, Как попкорн. как попкорн, да? Вы не Ну, слышите. Ну, в целом. Ну это отлично. Так, нормально? Ну все, теперь в кубические делайте. Да, кстати, нужно заметить, что рыбная кулебяка — это только один из вариантов, как можно готовить это потрясающее блюдо. В разные века, в разных кухнях это готовится с мясом, с гречкой, с чем угодно. В общем-то, вы можете запихать все, что вы любите. Можно сделать сладкую кулебяку, например, с вишней. Почему нет? Поэтому тут ваша фантазия, ваше право. Ну Всё, все. Дмитрий, загружаете это тоже все. Кубик. Сгружаем обратно? Конечно. Пока что, да? Хорошо. Хорошо. Ну, великолепно. Ну, выглядит как будто бы ничего. Хотите лайфхак поварской покажу вам? Погодите, не сгребайте последнюю. Знаете, как можно? У вас такой большой нож, как будто бы очень не удобно. только. Упал кусочек один. Вырежем. Смотрите, как можно. Банц. Ну. Банц. Ну так это когда осталось немножечко. Нет, У можно меня же сжать там все было по чуть-чуть. немножечко. Просто зачем вам там сразу все? Ну да, да. Так, Так, теперь что дальше? самое сложное. Красная Да. рыба. Так, Лосось. берем этот лосось. Господи. Господи. Это штаны лосося. О, О, боже мой. здорово. Какие-то у него pantaloons. Предлагаю отделить мякоть по хребту. Так, тогда можно я разверну Конечно. доску? Немытую доску. Уля-ля. О, господи, Мгм. Дмитрий. Вот так, да? Ну, вы просто мастер, конечно. Мякоть по хребту. Вы как из Прям клипа вот, Born Apes. вот так вот, да? Конечно, конечно. Так, хорошо. Очень хорошо. Мгм. Очень жестко и очень хорошо. Так, ладно. Я, честно говоря, не мастер резать рыбу, но я учусь. Так, Отлично. это И есть. вот здесь отделяйте тоже. Тоже, да? Могу Конечно. просто прорезать? Конечно, конечно. И вот и палец тоже. Вот. Опа. Отлично. Всё, Так, у нас есть. получились два кусочка. А вот это надо отрезать? Да, вырезайте. Да, вырезаю. Я могу вырезать голубя из этого. Уля-ля. И голубиную грудку приготовим в следующем рецепте. Абсолютно. Здорово. Ух ты, там очень много. Так, Костей. сбрасывайте сюда. А что, это нам вот... О, это да. же... Это в бульон. Будем готовить рыбный о, суп. класс. Уху, например. Что дальше? Дмитрий, нам Слушайте, нужно... а мы будем как-то вынимать отсюда кости и трогать вообще кости? Конечно, Будем? то самое время. Потрогайте рыбу, почувствуйте кости. Ну, я чувствую кости. Дмитрий, для этого случая я кое-что приготовил. Что же он такое приготовил? Пинцетище! милые кости. Давай, Смотрите, может, здесь очень удобно, видно Ага. косточки. Берем их и достаем. Класс.
Я хочу, да. Конечно. А вы пока рассказывайте, Еще бы. что там. Кирилл, давайте продолжим съемки в следующем году. Давайте. Потому что я так вижу, тут я надолго. Дмитрий, а есть лайфхак? Можно срезать эту пленочку вместе с костями просто. Давайте, сольте, и всё. давайте попробуем. Чтобы вы не мучились. А, вот так, да? И зрители не мучились. Да. Ребят, а вы пока в комментариях напишите по десятибалльной системе, насколько я отрезаю эту пленочку по версии Кирилла. Ну, господа, мы же не профессиональные сколько кулинары. из 10? А? Мы же делаем это все на глаз, как придется. Главное, чтобы вкусно в конце было. Все остальное неважно. Как это Ребята, готовится? на глаз. Давайте, может быть, тогда и эту кожицу сразу уберу. Давайте, Дмитрий. Знаете, как это сделать? Нет. А, да, вот так надо. Да, Так, срезаем подрез. маленький кусочек. Да, точно. Это я видел, знаете, это я в шоу смотрел, есть ребята Петервиль. У них есть кулинарное шоу, Так. да, и я видел, как они там вот как раз... Кожицу срезали? Она называется, да, филе рыбы называется. Так, кайф. все, есть. Сюда скидывайте шкурку. Шкурку сюда пошла, тогда и вот эту вот шкурку. Абсолютно верно. Весь наш суповой набор туда. Хорошо, так. Все, это ушло. Вот, у нас чистое филе без кости. Ну что ж, друзья, я решил вас не мучить долгим разрезанием, отделением плоти от костей этого лосося. Прекрасно. Посмотрите, как он выглядит. Чуть хуже, чем Кирилл, но конечно. тем не менее. Да, а также доску я помыл. Сюда и сюда нам надо будет добавить жареный лучок. Самое время поплакать. Будем плакать? Да. Давайте. Этим займусь я. Ах, нет, плакать буду я. Хорошо. Давай, скажи мне что-нибудь обидное. Давай. У тебя пальцы толстые и короткие. Господи, это все не из лука. Так, Когда я тебе скажу, как вы у этим тебя ножом руки работали? очень волосатые. Вот так Дмитрий, я не представляю, как вы этим ножом работали, конечно. Настоящий тесак. Кстати, Ну-ка. А если в глаз прям? Брызнуть? не надо. Брызнуть? Брызнуть? О, я пока вам расскажу историю. Некоторые артисты, чтобы плакать на сцене, пользуются этим лайфхаком. О! То есть нужно выйти и сразу плакать в сцене. Дмитрий, не например, сдавайте Николая. в середине спектакля. И некоторые артисты, в среде артистов профессиональных, хороших, это считается не просто дурной тон, а неприемлемая история. Люди сидят, разрезают лук, плачут над луком, и потом выходят, типа, в слезах, это должно работать. Но это обычно студенты, наверное, делают, да? Ну, Пробуют, кстати, как это вообще работает. Есть занимательная история. Знаете такое произведение «Гранатовый браслет»? Ну, что слышал? Было дело, что в студенчестве показывал я отрывок из «Гранатового браслета». Играл Желткова Дмитрий. То есть отрывок браслета пока? Да, отрывок браслета. Играл Желткова. Дело в том, что там сцена, которую вы помните, Отдельно от Белкова? когда к нему приходит муж Василий Шейн, его брат, значит, и они просят позвонить жене и сказать, что наши отношения все, я вас больше не беспокою. И я так придумал режиссерски, что я захожу за кулису, проходит буквально 5 секунд, и я выхожу весь зарыданный, просто весь в слезах. Естественно, ну какой я профессионал, я так не могу быстро. И я просто подумал, А не пнуть ли мне мизинчиком? чем я могу себя заставить расплакаться вот просто мгновенно, чтобы это вызвало эффект нужный. А я думал о том, чтобы удариться, но в среднем, когда я ударяюсь, мне больно, но я не плачу. Поэтому это глупая идея была. Но у меня в шкафчике в моем, в раздевалке, лежал дезодорант. Я это не проверял, я подумал, ну как пойдет, так и пойдет. Я вбегаю за кулису, беру дезодорант, луплю себе по глазам и выхожу на сцену. И в тот момент, когда мне было максимально плохо, я вышел на сцену, у меня было зарыдано все лицо, все было красное. И после того, как мы показали отрывок, кстати, Николай в нем участвовал, по-моему, если я не ошибаюсь. Как наш мастер обсуждал отрывок, сказал: Кирилл, ну это момент, когда ты ушел и вернулся, это просто мастерство. Я такой: ребят, на заметочку. Не советую, но работает отлично. Да. В общем, Кирилл вот такой вот лайфхакер получается. Лайфхакер, да, получается. Настоящий Желтков. Ну у меня была история на курсе, но я такой: за правду, живите по правде. И это был, кажется, курс первый. Мои однокурсники, им тоже надо было зачем-то заплакать. Все вы знаете эту вьетнамскую звездочку. Да? И они перед выходом на сцену подмазали себе веки. Естественно, там рыдания были такие, там просто вся сцена была залита слезами. Но я был такой: за правду, живите по правде, учитесь. Я выкинул эту звездочку, у нас был жуткий с ними конфликт. Вот я сказал: нет, учимся играть нормально. Вот так. Дмитрий, ну вот под добрый разговор. Да? Лук нарезан. Смотрите дальше, какой план. Give me a little look. Да. Я пожарю лук, но разделю его на 2 порции. Одна порция пойдет к нашим потрясающим белым грибам, и мы сделаем такую мешанинку из белых грибов и лука. А вторая часть лука у нас пойдет вот сюда и сюда. То есть такие топпинги у нас получаются, которые пойдут внутри кулебяки. Ну что, это в сторону. Тесак нужно помыть, лук нужно пожарить. Грибочки я заберу с собой. Давайте. Я ухожу. Добро пожаловать туда. Да.
Дмитрий, Да, Николай. презентую вам плод своих трудов, господин рис. Вот он, на Это- почетном месте. Это восхитительно. Это длиннозерный или круглозерный? Это варенозерный. Варенозерный. Да. Это восточный рис? Это довольно западный рис. А, Северо-западный. неплохо. Родом с моей родины из Неплохо. Санкт-Петербурга. Николай, нам, чтобы отделить рис от других ингредиентов, нам нужно сделать микрозамес, получается. Микрозамес. Микрозамес для блина. И пожарить, ну, я думаю, Такой небольшой. Небольшой. Нет, вы слишком. и пожарить нам, собственно, ну, 2 парочку, наверное, блинчиков. Ну, парочку. Сейчас мы спросим у Кирилла. Кирилл, парочку или 1 блинчик? Ну, смотрите, как пойдет. Скорее всего, у вас тесто получится на парочку блинов. Парочку блинов сейчас пожарим. А для этого нам нужно сделать микрозамес. Микробадья. Микромиксер. Да. Так, нам нужно сюда сделать одно маленькое яичко разбить О, это с мое. молочком. Это мое Это любимое ваше. занятие. Николай, пожалуйста. Мне Кирилл обещал, что второе Шмякайте. яйцо будет разбито мной. Шмяк. О, О, полетело во все нормально. стороны. Николай делает профессионально. Тогда, Николай, надо же посолить. Ай-яй-яй-яй. Ну, а вон соль, смотрите, какая красивая. Это розовая соль. О, я думал, соль только там, а соль и тут, и там показывают. До чего техника дошла? Как говорил Рейден, enough. Да. А теперь, сейчас своей рукой я взобью. Как здорово получается. Мы, кстати, ничего еще совсем не рассказывали о происхождении этого загадочного слова. Кстати, да. Кулебяка. Кстати, Кулебяка. А ведь версий, между тем, великое множество. Есть версия, что происхождение слова немецкое. От какого, не помните? Холенбак. Нет, не так. Я пытался выучить, честно для вас, ну что-то такое. В общем, что-то связанное с капустой запеченной. Но эту версию отринули, потому что кулебяка, как мы уже рассказывали, бывает с самыми разнообразными начинками, не только с капустой. Есть версия происхождения от финского слова «кала», что означает «рыба». Но это тоже всего лишь одна начинка. Есть связь со словом «колобок», то есть округлая форма вот этого Пирога, самого да? пирога, да. Владимир Даль настаивает, что произошло все от глагола «кулебячить». Кулебячить — это замешивать, мять, месить. В общем, как будто этот глагол описывает все этапы производства кулебяка, поэтому будем держаться этой версии. Мне кажется, действительно, Владимир Иванович Даль наиболее близок к верной этимологии этого слова. 100 очков Далю. Так, ну мы продолжаем. Тогда нужно добавить нам сюда молочка. Давайте я еще раз верну в нужную консистенцию. Яйцо с солью. Оно готово. Николай? Скажите enough. Давайте еще. Да выливайте. Нормально. Блинов много не бывает, я считаю. Ну да. Да. Замешиваю. Ну, а теперь предлагаю вам закидывать мне немножко вот этот цемент сюда, который О, скрепит я все буду- наши ингредиенты. Я буду вот так. Давайте. Только, да, я буду замешивать. Между тем... Да высыпайте уже, Николай. И Я замешаю. я нет. замешательство. А нет, это была ошибка. Да, нет, все будет в порядке. У нас довольно много оказалось молока. И здесь, между прочим, не на 2 блинчика будет, А на 22. а на оладьи. У вас, Николай, остались какие-то истории, может быть? История, ну я лишь знаю, что вот спорят не только о происхождении слова кулебяка, но и о том, с каких пор она готовится. О! Кто-то находит упоминание аж в 12 веке нашей эры на Руси о кулебяках. Кто-то говорит, что лишь 16 или 17 века ее готовили. Но доподлинно неизвестно, поэтому врать вам не будем. Но главное, что кулебяка, как праздничное блюдо, присутствовала и на простых крестьянских столах, и на царских. Вот так вот объединяло это блюдо все слои населения. Ну что, господа, все, получается, в сборе. Ингредиенты в сборе. Мы на финальной прямой, посмотрите на это тесто. Как он поднялся, красавчик. Ну, что это ж, просто каравай. Вот какой величины. вот так вот. Вот такой ширины. Потому что с любовью был замешан Дмитрий. Вот. Ну что, Замес любовный был давайте, жесткий. самый красивый кадр. Вы готовы все? Мукопад? Погнали. Он? Моя. А можно мое имя написать? Конечно. Егор, правильно? Коля Бяка. Коля Бякин. Ставим немножко мукички на потом. Класс. Самое интересное начинается здесь. Панц. Что делать? Хождение по Дмитрий. мукам. Просто месить? Месите.
Давайте вы. Ну Я ладно. не достаю. Так, погнали. Это жутко интересно. Ох, я думаю, многие хотят сейчас оказаться в руках Кирилла вместо этого теста. Или, так сказать, на месте этого теста. Надо сказать, что мы не Может, понимаем, даже на моем месте. насколько оно подходящее, потому что мы это делаем первый раз, но будем надеяться, что все так и должно быть. По виду подходящий. Повидло подходящее. Да. Ой, время-то пролетело, все готово. Да. Выглядит как будто бы более чем готово все. Да, вот этот ком теста мы превратили, значит, в нашу основу для кулебяки, к которой мы будем запаковывать, собственно, наши вкусные ингредиенты. А тут Дмитрий, смотрите, что сделал. Ну какая красота. Я просто заранее пытаюсь вам намекнуть, сколько звезд будет нашего блюда. 3 звезды. 3 звезды. Этим мы будем украшать нашу кулебяку. Кстати, поглядите, насколько тонкое, прекрасное тесто. Тут мне звонил один из наших зрителей и спрашивал, а в чем отличие кулебяки от простого пирога? Так дело в соотношении, понимаете? В пироге может быть до 0,5% теста, а в кулебяке как минимум 2/3 это начинка. Поэтому тесто Да. тонкое, просто Да. содержит в себе начинку. Да, и надо объяснить, смотрите, у нас сейчас тесто лежит на противне, но это не та форма, в которой мы будем запекать кулебяку. Нет. Дело в том, что есть некий лайфхак. Так как мы будем запаковывать кулебяку вот сюда, то есть мы ее готовим снизу вверх, дальше нам нужно будет перевернуть. Естественно, если мы будем уже запакованную кулебяку своими руками-крюками, значит, переворачивать, но что-нибудь пойдет не так. Поэтому мы это здесь все сделаем, запакуем, возьмем противень, на котором будем готовить, положим сверху, перевернем. Все будут целые, все будут что ж. довольны. Приступим к начинкам. Итак, Первым слоем у нас, соответственно, он будет верхний, потому что мы же перевернем. И белая рыба. но, господа, прежде чем мы туда ее положим, нам нужно посолидзе. А нам не нужно смазывать? Нет, здесь ничего не нужно. Здесь ничего не нужно Посолидзе эту рыбку, посолидзе сразу вторую рыбку. смазывать. Вся рыба посолена. Блеск перемешаем. Надо еще заметить, что мы уже добавили в нашу рыбку обжаренный лучок, как в белую, так и в Так и красную. в ту. Золотисто выглядит. И, кстати, мы же не показали готовые грибочки. Ну-ка, Дмитрий, дайте-ка их сюда. Сорванцы такие. Тут у нас вива. Это белые грибочки с луком и со сметанкой. Это какой-то жульен уже. Мы читали много всяких рецептов кулебяки, но как-то хочется немножко какого-то соуса внутрь. Мы подумали, почему бы не добавить сметаны в грибы с луком? Ну это же, ну вы сами Сметану и понимаете. грибочки с луком не испортишь, это известно. Конечно. Ну что, Итак. Кирилл, давайте первое ваш слой. Понеслась. Пошел слой. Мы не будем делать очень широко, я так понимаю. Она не должна быть широкая. А вообще кулебяка по форме напоминает батон. О, Да. а московский? Да, ведь это московская гастрономическая визитная карточка. Ей! Ну что, достаточно это прямоугольно? Выглядит не Вполне. просто аппетитно, а сверхаппетитно. Так, ну что, Кирилл, тогда давайте потолок. Перепонки. Давайте. Хорошо. Блинчинг. Смотрите, кстати, вот мы потолки тут наготовили, так сказать. Ну как мы, Обратите внимание. Дмитрий. Дмитрий наготовил. Дмитрий наготовил. Ах, потолок. Кладите. Кладем. Шмяк. Вот он. Ну, вот это он божественно. какой Хорошо, красавчик. хорошо. Прекрасно. Дмитрий, Да. шишку на блинчик. Николай, Уступить вам местечко. Спасибо. Давайте поменяйте. Давайте. Так, эти восхитительные Прям грибочки прямоугольчиком белые. и накладывайте аккуратненько. Прямоугольчиком, хорошо. Намазывайте, я бы сказал. Да. Ух. Ну прям очень высоко не обязательно, конечно, Дмитрий. У вас там У нас грибы вот это, в лес как собираются. говорится, не влезет в Вы духовой знаете, шкаф. хотел вам сказать, кто строит ниже звезд, тот строит слишком низко. Так, ну, мне кажется, Добивайте прямоугольничек, и будет самое то. да? Конечно. Смотрите, Имейте чтобы меру. слои не Я перемешались. надеюсь, вы это видите. Это, ну, я не знаю. Это очень вкусно выглядит в первую очередь. Во-первых, это красиво. Надо Что защитить. Блин? получается. Блин, конечно. Подожди, а Блин. когда будет рис и рыба? Рис в конце будут, мы сейчас А защитим. рыба? А рыба будет перед рисом. Нужен потолок еще один? Так, я и говорю, делаем блинчик еще один. Потом насыпаем. Кто Ну, у нас давайте. теперь блин-мастер? Ну давайте. Ну-ка, Николай, покажите, как вы это делаете. Сударь. Сударь. Настоящий сударь, Николай. О, боже мой. Хорошо. Какой-то Николай, одеялко. рыбку. Рыбочку сюда. Николай, Тебе же Красавчик. надо ваше место. Сейчас уже будет довольно покато, надо внимательно. О, я буду Буду внимателен. очень богатый. Я буду аккуратен. Я буду ее чуть-чуть Вы можете трамбовать. прижимать, конечно, слои, чтобы они Конечно, особо там не... конечно. пуп-пуп-пуп-пуп, Чтобы что-то. они не Не бесогонили, так сказать. Конечно. не выпендривались, так сказать. А кто же, подскажите?
Гелеровский, а может быть кто-то еще Да упоминал. и не только Гелеровский. Упоминал в своих сочинениях, что встречал однажды в одном заведении в Москве кулебяку из 12 Да, ярусов. Гелеровский. Гелеровский! Да, я это был. был Гелеровский. А знаете, кто еще любил кулебяку? Тургенев. А знаете, кто еще любит А кто? кулебяку? Гоголь. О, Гоголь любил кулебяку с визигой. Знаете, что такое визига? Да. О, да. Это хорда осетровых, которая была высушена. Дальше ее приносили на кухню. Она добавлялась в кулебяку. Там в соках напитывалась, разбухала. И это был просто популярный продукт в то время. Все очень любили визигу. Визига. Между прочим, во многих произведениях Кулебяка — это именно визига. кулебяка с визигой. Да. Это визига московская. московской кухни. Да? Кулебяка. Я пытаюсь всю рыбу утрамбовать туда, хотя, возможно, и не нужно это. Ну, Да не, можно Давай, добить. вот сюда, Мне вот кажется, сюда. чуть-чуть, Жадина да. говядина. Давай уже Кладите, добивай. конечно. А я хотел в карман отсыпать Ну, еще. лососем Взять, кулебяку тоже взять не с собой, испортишь. так сказать. Все, рыбонька, Ну отправляйся. всё, чё вы всё. рассказываете? Все, все кишки вымотал Николай уже, пока выкладывал, не могу. Так. Поехали. Третий блин пошел. Так, у меня нет ложки. Я Кирилл, иду за можно, ложкой. можно, пожалуйста, попросить вас слово? Напоминаю, друзья, рис. Сегодня я с ним сталкиваюсь довольно часто. Спасибо, все, слава богу. Так, это просто рис. Постарайтесь как-то от его Николая. упаковать, чтобы он не рассыпался. Да, ну, между прочим, хвала Николаю, рис настолько рассыпчатый, потому что вот этими прекрасными руками Николай, ну, Ну рассыпает. ничего страшного, запакуем. Ладно, ладно. Вы типа прижимайте его аккуратненько просто. Да нет, он слишком рассыпчатый и Я нежный. поэтому и хотел его на Как- лосося как руки положить, чтобы он Николая. прилипал. Ты Ну понимаешь? ладно, чуть-чуть сделай. Мы не волшебники, мы только учимся. Конечно. Делать кулебяки и сушить Слушайте, визиги. но если будет немножко риса по бокам, ничего страшного. Согласен абсолютно. Ну, да? Это самая маленькая из всех проблем, которые нас ожидает впереди. Ребят, Нам нужно напишите, запаковать. пожалуйста, там в комментариях, это нормально немножко риса по бокам или нет? Рис по бокам нормально это или нет? Да. Так, Ну, вот. божественно. Ну все, да? Господа, убрали все лишнее, Я осталось весь в предвкушении, я Вот весь горю. 10 метров до финиша. Ну. Нам нужно просто сейчас взять, запаковать ее, не облажаться, господа, перевернуть, добавить наше украшение, смазать желтком. Кого хочешь перевернуть. Куча дел еще. Давайте, давайте приступать. Ну что ж, Давай, давайте пробуй, попробуем. Кирилл, показывай, а мы попробуем. А зацепы Мне будут? кажется, как будто даже много текста. А? Текста много у меня. Ну, не страшно. Вот, Дмитрий, покажите, какие вы зацепы имеете. Ну, нам же надо запаковать. Но это низ, не страшно, да? Конечно. И вот Давайте ты- вот так я прям. Ты сбоку? Да, у вас отлично И вот получается, так. не Ну и переживайте. все. Кирилл, Ну а вы что? делаете... Профессиональные это на 100 зацепы. баллов. Ну не совсем. Мне кажется, тут у нас чуть-чуть лишнее, да, получилось? Да-да-да, мы обрежем просто. Но это от широты души, а не почему-то еще. И вот так еще, знаешь, можно? Пожалуйста. Так как-то подкручивать. Ага, и вы оторвали. Спасибо большое, Дмитрий. Помощь ваша Да, это все вранье. неоценима. Смотрите, сейчас я вот этот лайфхак точно знаю. Где-то я такой видел. Сейчас он здесь должен приклеиться. Что? Тесто от водички склеивается. Вы видите, как кулинарный клей. Так, Николай, вот Давай. тут так полукружком Полукружек, сделайте. да, И с той вот стороны, такое. конечно, да. Ага. Так, попробуем запаковать теперь с бачку. А, кстати, вы знаете что? 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 Я и сам своего рода бабка с деткой, потому что я сделал что? Колобок. О, Правильно? Вот так-то, друзья мои. Ну что, мне кажется, настало время, да? Сделать переворот. Смотрите, что мы делаем. Магию некоторую мы делаем. Бумаги. Мне нужна ваша помощь. Да? Что нужно? Надо это перевернуть. Но нам нужно зажимать все стороны, чтобы оно никуда не делось. Ну, Готовы? Две как стороны. же. На вашу А ты в сторону? какую сторону? Я Давай, вот на эту. давай. А, тогда надо вот те придерживать и начинать. Я придерживаю. Хорошо? Давай, только Поехали. сильно не- крутим, крутим, крутим. Ну, так. И все. Совместная работа. Господи, Ты хоть щас бы она там- отклеилась. Тут у нас немножко. Ну, вылитый батон. Так, Так. нам теперь нужны наши потрясающие цветочки, чтобы все украсить. А клеить Так. мы их будем Это на на секунду. водишку. Во-первых, это не цветочки, Кирилл, а что, это звездочки. Так. Да, купца Мишленовские. Мишланова. Ну что, Дмитрий, На берите секундочку. пальчиком, Да. промазывайте звездочку, приклеивайте ее на кулебячку. Каким пальчиком? Да любым. Хорошо. Коротким, толстым, как все ваши Так, пальчики. давайте выберем расположение этих звездочек. Какое Ну, у нас будет? их 5, давайте Шахматное пам-пам-пам-пам. Или это Центр получается уголки. шахмат. Тогда вот относительно центра будет нам очень... Ну это просто... Да вы гроссмейстер. Ну это восхитительный дизайн. Да. Медово-барбарисовый. Да, между прочим. Давайте, это первая звездочка, давайте их назовем. Давайте. Давайте, это как зовут? Это автандил. Что он делает в кулебяке? Ну ладно, неважно, пусть автандил. А это? Это Владимир Иванович в честь дали.
неплохо. 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 Так. Этот будет. Это звезда. Будет... Давайте, как вы хотите назвать? Давида. Нет. Давайте. А кто еще у нас говорил? Николай Васильевича звезда будет. Давайте, у нас очень здесь. Вот. любил кулебяку на 3 Да. угла, а то и на Так, 4. получается. Ну, Хочу добавить немножко кринги в этот разговор. Пускай эта звездочка будет Дита фон Тис. Дита фон Тис? Да. хорошо. Да будет так. Ну, я предлагаю и еще одному отдать, так сказать, герою русской литературы. Так. Тот самый, который сказал, что кулебяка должна быть жирной и бесстыдной. О. Если вы понимаете, о чем я. Наша кулебяка, я абсолютно убежден, что она будет бесстыдна. Она уже Как бесстыдна. Не мало, ни конечно. одна другая. Да, Антон Павлович Чехов. О. А теперь некий Может Пикассо. быть, Николай? Я с удовольствием, потому что меня Промазывайте. мощно флешбэчит А при почему этом нужно процессе. так делать? А Смотрите, чтобы, да. знаете что? Ну вы знаете, расскажите. Да чтоб все не сгорело. Чтобы к чертям. флешбэчил? Нет, дело-то не в этом. Суть в том, что желток дает тот самый золотой цвет Абсолютно выпечки, верно, чтобы оно золотой такое цвет. румяное, красивое было. Флешбэчит, потому что моя прабабушка дорогая Фаина в Украине так смазывала пироги. Только тогда не было таких прекрасных пластиковых штучек. Использовался либо помазок, знаете такую штучку Да. для бритья, Да. либо либо вообще брали перышко и им вот так О, вот намазывали. надо Вот было это я перышком помазать. помню, Да, да, это перфекционизм, все Конечно. правильно. Он видит непромазанный. Это состояние называется Виталь. Ну, и я... Да. Если вы смотрели наш мокюментари, Моя фамилия Репин, не могу удержаться, чтобы не нарисовать пару здесь мазков. пару мазков. Вы могли бы, как А вы знаете у историю? Да Винчи Мона Лизы, чтобы не было видно смешную мазков? историю про Репина, когда Третьяков уже создал галерею, повесил туда некоторые картины Репина, он запретил пускать Илью Ефимовича туда с красками, потому что Илья Да. Ефимович приходил туда поправлял всё и время поправлял свои свои Подрисовывал картины. все Да. время. Да, он сказал, вот если он придет с красками, не пускайте его. Вот Пусть тут еще он на туда. цветочке. Извините, на звездочке. И вот эту звездочку в центре еще. И это будет финальный штрих. Ну вы Ну штрих, что? конечно. Господа, через магию эта кулебяк отправляется в печь, а мы с вами увидимся через 3, 2, 1. Господи ты, боже мой! Какая бесстыдная. Абсолютно Ребята, но- бесстыжая, я бы сказал. Я ожидал, что она подрумянится и будет выглядеть более-менее, но чтобы так красиво, я не ожидал. Очень жаль, что вы не можете сейчас напитаться тем ароматом, который источает эта бесстыднейшая кулебяка. А можно я сделаю грязь? Нет. Сейчас. Нет, вам понравится. Все микрофоны наведены? Все готовы? А? Ну это грязь. О, Ну это грязь. Достаточно спелая. Жесткая Ну что, грязь. открывайте Ну, подарочек, разрезайте, открывайте. разрезайте. Дмитрий, пожалуйста. Да? Ох, сквозь автандила. Давайте. Давай. Ой, это прям какой-то хлебушек. О, Ну что, вы готовы, друзья? я более чем. Я ее разворачиваю. Но О, боже мой, такая бесстыжая. пахнет. М. Так, господа, ну что, будем скидываться, кто первый отведает кусочек. Я И- думаю, что чтобы... Отрежьте кусочки. Да, Хорошо. давайте, чтобы у нас не было Давайте. никаких проблем. В будущем Николаю сразу кусочек отрежем. а то- Давайте. Слюни текут. Слушайте, тут целое наслаждение просто резать эту кулебяку. Класс Она какой. такая хрустящая, такая запеченная. Боже мой. Знаете, как лучше подать ее? Как? Чтобы было поудобнее, чтобы она не развалилась, чтобы днище не оторвало, так сказать. Благодарю. Ну, я дождусь вас. Так, поехали. Пожалуйста. Этот слайс. Так, давайте, Кирилл, возвращайте обратно на место, и я положу себе эту кусочек кулебяки вот сюда. Но это просто роскошь. Будем пробовать. Господа, Я сейчас заплачу. Это самый-самый главный, самый лучший, самый долгожданный момент нашего шоу. я опять не верю своим глазам, и даже рецепторам, наверное, я своим не поверю. Мне кажется, это восхитительно. Представляете, вот этими руками, вот этими, которые не умеют готовить, мы сотворили вот такое чудо. Ну, Пробуем? Вперед. я очень хочу попробовать, но я хочу еще поднакопить это желание и попробую, как только мы закончим снимать, чтобы у меня было самое большое желание. Крейзи. Так, Николай. Так интересно услышать от Николая, он мастер.
Что-то происходит со мной, не поддающееся описанию просто. Кулебячечный передоз у вас или что? Слыхал я из кулебячных книг, из воспоминаний о кулебяках, что они тают во рту. И вот именно это и происходит сейчас. Что ж, попробую и я. Николай заинтриговал, конечно. Копится Знатно. желание, Попробуем. копится. Скорее бы перестать снимать. Как же это сделать-то? Каково? Не могу. Не могу! Это просто... Господа, предлагаю тост за вкуснейшую кулебяку. Чин-чин, чин-чин. Не знаю, как вы, господа, а я накулебячился по полу. Но оно того стоило, Николай, да? Еще бы. К такому столу не стыдно было бы позвать Тургенева с Гоголем. Согласен. Милые зрители, спасибо вам за ваше внимание. И отдельный, жаркий, сердечный, полный обожания привет летит к тем, кто поддерживает нас на платформе Boosty. Ваша помощь крайне ценна для развития проекта. А всем остальным настоятельно советуем изучить нашу страничку на Boosty. Ссылочка в описании. Засим разрешите откланяться? Да, господа, подписываемся на наш канал. Не забудьте ударить в колокольчик, чтобы не пропустить свежие видео. И до новых вкусных встреч. Пока. Так, надо с ребятами поделиться. Будете? Будете? Так, давайте сейчас отрежем. Давайте-ка. Давай, скорее. А ну. Так, сейчас будет вкусняшка. А где? Коля? Коля! Коля! Коля, иди сюда! Дай я его шлёпну.